Привет, друзья! Настало время поменять зимнюю резину на летнюю. Ну и заодно хочу показать вам, как я решил проблему стуков в подвеске, которую буквально в случае ни одно ТО, СТО вам не найдет, пока вы сами этого не прочувствуете, не найдете сами. Подойдя к автомобилю, особенно в передней части, нужно постучать по колесу. Вот именно вот в этих частях, где у нас находится суппорт. Мы слышим, что у нас глухой стук. Вот. Это достигнуто тем, что я сделал небольшие доработки. Сейчас я буду менять колесо и вам все подробно покажу, что я сделал. Итак, друзья, сняли колесо. Вот мы видим, у нас суппорт ТРВ американский, запатентованный ими где-то 70-е годы. С тех пор он считается как бы надежным суппортом, но доработок в нем никаких. И вот в данном случае Лада Веста и все реношки вот снабжаются вот таким суппортом тормозным. Вот наша, то есть моя доработка, сейчас я вам покажу, заключается вот в этих двух пружинках. Пружинки с нержавейки. Мы сразу видим, что они отжимают под своей силой тяжести сопротивления колодки от самого тормозного диска. Вот в чем секрет. Вот эти пружинки на Toyota RAV4 ставятся. Не знаю, сейчас ставятся они, нет. Вот эта пара пружинок стоит 700 рублей. Вот. Ну, можно сделать и самому. Вот так оно выглядит. Я замерил толщину пружинки, затем подобрал сверлышко, аккуратно зажал это все в тиски и сверлышком просверлил отверстие в колодках новых. Только сильно не зажимайте, чтобы феррадо вот это вот не лопнуло, она очень хрупкая. Вот, все. Таким образом поставил. Вот оно все работает. Уже я проехал целую зиму. Могу вам смело заверить, что, ребята, все отлично работает, ничто не стучит, никакая не подвеска, ничто, все шумы ушли. Вот такая доработка. Почему наши не делают на АвтоВАЗе, непонятно. Ну, понятно, потому что лицензию, эта доработка лицензирована, никто не хочет туда внедряться. Когда вы вгоняете автомобиль с салона, естественно, все четко, ничто не стучит, не шумит. Ну, немножко, когда проработаются колодки, начинается стук, бряканье вот в этом ТРВшном суппорте. Вот так я решил проблему. Я проехал зиму, где-то 5-7, наверное, я проехал. Я могу смело заверить, что, ребята, все работает, все отлично. Делайте кому надо. На просторах интернета я не видел, по крайней мере, чтобы на Весту такое сделали. Или на Renault Logan, Sandero, вот такие вот доработки можно сделать. И я вас уверяю, в кабине стала тишина. Автомобиль стал как настоящая иномарка, ведет себя. То же самое я сделал с той стороны. Это у нас левая сторона автомобиля. И я справа сделал. Так что делайте, смотрите. Когда суппорт вот опускаешь, колодочки, вот эта верхняя часть, вот это прижимает пружинки. И вот мы видим, что они отводят колодки от тормозного диска. Тем самым нету брякания. А с этой стороны прижимает вот эти вот клыки суппорта. И все. И у вас, ребята, тишина. Тишина и спокойствие. Все трясут, всю подвеску перетряхивают. Потом садятся, едут, и у них все заново. Вот в чем секрет. Вот она. Делайте, смотрите. Может, и на АвтоВАЗе увидят. Ведь, ребята, Лады Гранты все до сих пор идут с пружинками. Вот здесь такие пружинки ставятся, кольцо, которое упирается в суппорт. И все, оно не стучит. А современные автомобили, мы видим, как они у нас комплектуют. Вот так, ребята. Такой вот короткий видик. Может быть, кому-то и полезен. Делайте. Может, кто-то лучше придумает. И у вас будет в машине тишина и спокойствие. Всем пока. До новых видео. Вот хочу вам показать. Я сейчас снял дополнительно вот эту вот прищепку. Это нержавеющая проволока с канцелярской прищепки. Они по 10 рублей.
Я просто взял вот их и все, и вот таким образом просверлил дырочки и замерял, чтобы оно не выпало с отверстия. Вот. И еще нужно сделать так: ставите верхнюю так, а нижняя у меня короче получается, чтобы после того, как суппорт закрылся, вот таким образом, чтобы не было нахлеста. То есть берете одну, отрезаете, ее буквально укорачиваете вот, круглогубцами там или пассатижами, загинаете также 5 миллиметров. Вот так вот она мне одна короче получилась. И потом, когда суппорт вот этот верхний одеваете, сверху я одеваю, они не должны друг на друга нахлестом быть. Они должны вот так. Вот поэтому такая вот получается длина. Верхний он получается как есть, а нижний я укоротил. Все, теперь не забывайте смазывать на лето или на зиму, после того, как колеса меняете, направляющие суппорта. То есть, если его не смазать, естественно, верхняя часть, вот эта головка суппорта, будет тоже болтаться вот в этом посадочных местах. Смотрите, чтобы резинки у вас были целые, чтобы вода не попала. Кто-то здесь вообще зажимает всякими стяжками пластиковыми. Но я этого не делаю, потому как сейчас вот эти пружинки разжимают колодки. Вот так отжимают их. И он упирается в клыки суппорта, и он не стучит. Вот так выглядит суппорт, который обслужили. Вот про что я говорил. Колодки в собранном состоянии, когда разведены пружины, не должны соприкасаться между собой. Вот в этом месте. У них есть свободный ход. Направляющие я помазал. Здесь я все сделал. Все, теперь отлично будет сезон ходить. Поставил я новую резину, друзья. Hankook Ventus Prime 3. Вот. Что хотел сказать. По истечении 500 километров эту резину нужно будет ехать и балансировать. Это заявлено на сайте производителя. Это я говорю просто тем, кто не знает, что новую резину через 500 километров обязательно балансируйте. И тогда она дальше и дольше вам проходит и прослужит.